Привет, меня зовут Ойджон, я художница из Бухары. Я создаю коллажи в графическом редакторе из фотографий персидской мозаики и других видов прикладного искусства. Занимаюсь я этим около 3 лет, нет никакого художественного образования, есть только воображение и смекалка. Что такое вообще коллаж? Это такой прием в искусстве. Он создается из фотографий различных. Ты берешь, вырезаешь оттуда элементы разные и создаешь из этого композиции. Как я вообще создаю коллажи, свои работы? Я беру фотоаппарат, иду фотографировать мозаику в исторических объектах, например, в Бухаре, в Самарканде, в графическом редакторе. Затем я вырезаю из этих фотографий элементы разные, а затем создаю свои вот такие композиции, работы. Как я вообще пришла к коллажам, как я их начала создавать? У меня никогда не было цели становиться художницей. До этого я вообще работала фотографом, просто снимала портреты. Но в один день я поняла, что у меня скучные стены, и мне хотелось как-то их украсить. Но я не могла найти постеры красивые. Я подумала, почему бы не сделать их самой. Тогда я уже интересовалась архитектурой нашей национальной, декором. Вот, я подумала, что это будет красиво фотографировать отдельно детали на мозаике, потому что если смотреться в мозаике, каждая деталь уникальна, и она даже как-то не повторяется. Поэтому я решила, сфотографировать, вырезать их и повесить их на стены. Вот. Потом вот я как-то пришла к этому потихонечку. Сначала интересовалась просто разными элементами в декоре, а потом начала создавать из них разные композиции. Я очень люблю добавлять смысл к своим работам. Почти все мои работы основаны на разных смыслах. Что вообще, о чем они? Это о каких-то историях, легендах, мифах, особенно мифах. Я люблю центральноазиатские мифы вообще. На историях Бухары. Бабушка мне часто рассказывает разные истории, особенно нашей семьи. Вот. И какие-то элементы я добавляю в свои работы. Еще один смысл — это мои сны. Они бывают очень яркие иногда, и я люблю их изображать. Теперь давайте приступим к нашему уроку. Что я вообще использую для создания коллажей? Это фотоаппарат, компьютер и программа Photoshop. Фотоаппарат. Зачем он вообще нужен? Чтобы фотографировать декор, архитектуру, какие-то узоры на улице или дома. Иногда я даже фотографировала узоры на посуде, чтобы потом использовать в своих коллажах. Если, конечно, бюджет не позволяет купить, приобрести, то можно воспользоваться бесплатными стоковыми сайтами. Если, конечно, позволяет, то вообще БУ, фотоаппарат цифровой маленький, он стоит $20-30. Компьютер тоже понадобится самый простой, бюджетный, не супер навороченный. Хотя, если можно и купить такой. И программа Photoshop. Это графический, фото и графический редактор. Там можно фотографировать, редактировать фотографии, рисовать и создавать еще коллажи в том числе. Скачать можно на adobe.com. Итак, давайте разберем Photoshop. Заходим, поднимаем ссылку вверх, нажимаем «Файл», нажимаем «Создать». Тут у нас выходят размеры файла. Можно представить, что размеры листа. Вот. Тут у нас сантиметры, пиксели. Сначала рассмотрим пиксели. Что это такое? Пиксели — это точки на изображении. То есть изображение состоит из этих точек. Это вот как пазл. Если представить, то пазл состоит из вот этих маленьких деталей. И то же самое и фотографии. То есть чем больше пикселей фотографии, как тут, тем фотография четче, качественнее. Чем меньше, тем у нее, конечно, качество хуже. Но я, естественно, это всегда выбираю в сантиметрах. Мне так намного легче представить, потому что когда я делаю это в сантиметрах, мне легче представить, какой размер у листа, чтобы потом, естественно, отдавать это на печать. Поэтому я всегда делаю
ставлю сантиметры и выбираю. А тут можно выбрать горизонтально, вертикально, в каком ты хочешь формате. Разрешение 300. Всегда нужно делать 300, если ты хочешь, например, распечатать фотографию или там какое-то изображение, работу свою. Вот. Пиксели на дюйм. Так, и цветовой режим. Цветовой режим я всегда для печати цвета CMYK. Я всегда выбираю такой, чтобы распечатать, естественно. Это либо цвета RGB, но RGB это Red, Green, Blue, он просто используется как в цифровом варианте. Вот. Но чтобы цвета не скользили, всегда используют вот этот вариант, SMYK. Давайте сегодня разберем в RGB. Фон белый, как обычно. Вот здесь всегда 8. Так, нормально. И создать. Тут вот у нас выходит белый лист. Справа у нас панель инструментов. Мы некоторые из них разберем, не все, к сожалению, потому что очень много времени на это уйдет. Вот, я буду разбирать только те инструменты и функции, которые я использую вообще в своих работах. Чтобы вообще разобраться легче, давайте фотографию используем. Первый у нас инструмент идет инструмент перемещения. Он вот создан, вот, чтобы перемещать объекты на вот белом фоне. Либо нажимайте Ctrl-T. Его можно масштабировать вот так вот, меньше, больше сделать. 2 раза кликайте. Можно повернуть на 90, на 180, деформировать. Перспектива. Вот там искажение. Деформация. Это вот так. И много еще разного. Отражение по горизонтали. Да, тут, кстати, тоже это есть. По вертикали. Вот. То есть вот то, что он делает, да. Очень, он везде нужен. Без него никак. Второе. Лассо. Тут, конечно, есть инструмент овальная область, прямоугольная область. Давайте разберем это, что он делает. Он вот так вот выбирает область какую-то, да, то есть ее можно либо удалить, ну вот, либо ее можно, например, дублировать. Ctrl-J, вот, и вы видите, продублировался, да. Так, и теперь тут и овальная. То же самое она делает, только вот в овальном варианте. Ctrl-J. Вот. Либо удалить тоже. Чтобы вообще убрать область, да, если там неправильно что-то сделали, Ctrl-D. Все, он убирается. Я использую вот инструменты лассо. А это тоже он выделяет, либо можно вырезать из него какие-то предметы. Например, вот тыкайте вот так вот каждый раз. Если какое-то сложное выделение, да, то есть овальное или прямоугольное не получается. Вот это можно сделать этим лассо. Вот. Ctrl-J. И вот, все. Если, например, вы неправильно куда-то ушли, делайте delete. Вот. И он как будто как нитка распутывается. Так, это вот прямолинейный мы использовали инструмент лассо. Тут просто нажимаете и вводите как карандашом, да. Он вот выбирает, например, сделаем одну кружочек. Ctrl-J. И вот. И магнитное лассо. Магнитное лассо вы просто тыкаете, и он сам идет. Вы можете, конечно, сами тыкать тоже вот так. Но либо можете просто отпустить, и она сама вот потихонечку, аккуратно, правда, нужно это делать. Чтобы ее убрать, тоже delete, и вот она как распутывается. Вот так. Быстрое выделение. Оно выделяет как автоматически, если вот, например, нажать. Вот здесь вот плюсик.
на плюсик нажимаем, это чтобы выбрать. А если наоборот, чтобы отменить, нажимаем минус. Сейчас покажу. Так, вот видите, он сам, вы тыкаете, он сам выбирает автоматически. Ctrl-D, давайте уберем пока. Тут можно выбрать, например, вот этот вот объект зеленый такой, ну, тыкайте. Но он, правда, конечно, все равно делает это не идеально. Это вот может получиться идеально, если какой-то объект прям на фоне однотонном каком-то, да. Тогда это прям хорошо получится. А так, естественно, нет. Это я нажала на плюсик, это он выбирает. Сейчас на минус. А минус наоборот. Он, видите, он отменяет области эти. Вот. Так что если, например, вы выбрали слишком много, вы можете потихонечку отменить. Вот размер изменить и вот так вот сделать, например. Один раз тыкать, и он отменяет всю область. Но это тоже смотря где использовать, да. Ctrl-D, отменяем выделение, идем дальше. Это инструмент рамка. Он может вам не вырезать, а обрезать, например, документ. То есть вот вы подогнали под это, делаете готово, и все. Но, естественно, у вас также меняется и размер изображения. Если сюда нажать, то размер очень сильно сократился. Да, вот на 19. Поэтому тоже смотря где использовать. Пипетка. Он выбирает цвет. Смотрите вот сюда, тыкайте на какой-нибудь цвет, и он вот вам выбирает, видите? Зеленый. Вот, что это делается? Это делается, если вы хотите покрасить фон этим цветом. Например, ну, я так делаю, по крайней мере. Вот. К этому мы еще придем, к пипетке. Вот так. Дальше инструмент точное восстанавливающее. Она убирает или замазывает какие-то вот дефекты на фотографии. В ретуши ее используют, кстати, на коже. Вот. Видите? И все. Бывает, что я использую довольно-таки часто. Да. Так. Дальше это... это кисть, это особо нам не нужно, ее рисуют. Вот мы выбрали, да, вот как раз пипетка выбрала цвет, и тем же цветом она будет вот рисовать. Тут вот непрозрачность у нас 27, нужно поставить на 100, чтобы она стала насыщеннее. Вот. И здесь можно изменить мягкость и жесткость кисти, да, то есть сейчас мы на жесткую поставили, вот. Так, теперь это у нас штампик. Штампик что делает? Он также замазывает как точное восстанавливающее, но делает это по-другому. То есть вы нажимаете на Option, тыкаете, выбираете, в общем, область, вот эту, да, видите, круг-жбрешок, вот он ее выбрал, и вот так вот ведете. Это тоже смотря где, например, если вы хотите что-то закрасить каким-то цветом, да, какую-то область, ну вот, например, не знаю, сейчас давайте Option и вот сюда нажмем, вот, и вот, ну он типа вот сделал здесь, замазал цветком этим же, вот видите. Тоже довольно-таки часто используют этот инструмент. Так, дальше у нас идет резинка, да, естественно, что она делает. Тут можно также выбрать жесткую, либо мягкую. Непрозрачность также можно ставить. Вот, то есть, если поставить, например, 34, то она вот очень так прям сделает. Далее вот так. Дальше. Это заливка. Это у нас, чтобы заливать каким-то цветом какую-то область, да. Ну, вот, например, на фон поставим. Вот, видите, тыкайте, и все, и она поставила. Либо
либо она, естественно, может вот залить цветом вот такие эти цветочки, какие-то определенные элементы тоже нам. Ну, тоже удобно. Тоже вы можете здесь изменить цвет. Вот сюда вот нажимаете. Тут пипетка выходит. Вы можете выбрать сами цвет, либо сами настроить. Вот здесь вот. Дальше инструмент резкость. Он, конечно, делает четче изображение. Если вот. Но обычно я не использую его. Вот. А это наоборот он размывает. То есть это вот 2 раза кликаете, либо правой мышкой, вот резкость, размытие. И да, вот видите, что он сделал. Вот он размывает, делает очень мутные. И вроде как все с этой стороны. Я больше особо ничего не использую. Так, теперь идем дальше. Здесь давайте разберем, что это такое вообще. Это у нас слои. Первый слой это фон. Нужно вот так вот нажимаете вот, чтобы скрыть фон, либо какой-то слой. Нажимаете вот на этот глазик, и все, он уходит. Либо вот сюда тоже, видите. Слои я представляю так, что вот, например, на листе бумаги вы, например, клеите какие-то вот бумажные элементы, да, это вот как аппликация такая, коллаж. Ну вот, чем я и занимаюсь, да. Вот, поэтому мы еще к этому будем еще возвращаться, поэтому потом более подробно увидите, узнаете. Вот, но да, вы можете представить это так, что на листе какой-то еще один лист, и вот сверху вот так вот. Так, дальше. Тут, чтобы вообще создать слой, вот сюда на плюсик нажимаете. Вот, создали слой, да? Тоже. И на нем что-то делаете. Так, пока он не нужен, удаляем. Чтобы загруппировать, например, слои, нажимаете вот сюда, на файлик вот такой, да? Вот он делает, группирует, в общем. Это чтобы не запутаться как-то, где что стоит, потому что бывает так, что очень много элементов, и тут просто может 200-100 слоев быть. Вот. И чтобы легче это сделать, вы выбираете и группируете. Так, вроде все мы разобрали, то, что я вот использую. Потом дальше мы еще разберемся. Ну вот, ладно, вот это последнее разберу. Непрозрачность. Он делает непрозрачными слои. Вот, видите? Либо вот здесь можно поставить. Тоже иногда очень полезно бывает. И еще вот, чтобы закрыть, чтобы вот как раз, например, если хотите что-то выбрать, да, на каком-то слое, и не хотите там другие слои задеть, вы просто берете, выбираете какой-то слой и нажимаете вот на этот замочек. И то есть вот, например, нажимаете, да, и то есть только это выбрано. Потому что без этого замочка, если вот вы выбрали, то это все вместе выбирается. Это не очень удобно бывает. Вот я сама всегда забываю об этом. Вот, и выбираю все потом. Поэтому ставим сюда и работаем с одним каким-то слоем. Ну, теперь вы точно все разобрали. Пойдем дальше. Мы будем разбирать мои 2 работы и собирать их заново. Давайте разберем теперь мою работу. Кидаем, открываем. Сегодня, да, первая работа называется «Наблюдающий маяк». Тут великанша такая в виде маяка, следящая за кишлаком. Если вы вспомните в горах кишлаки, то они вот будто дома, будто друг на друге. Это вот такая вот интерпретация у меня. И это вот великан, который вот за этим следит и освещает кишлак. Вообще, это работа о отчужденности, о интровертности, так скажем, когда не хочется вообще вовлекаться в мир, а просто хочется как-то следить за ним безмолвно. Это работа об этом. Теперь давайте создадим. Сейчас я посмотрю, какие тут вообще размеры изображения. Так, окей. Создаем файл и сюда сбиваем. Давайте 50 на 60 сделаем.
Создали. А теперь нужно нам будет перекрасить это в синий. Сюда нажимаем так и смотрим, какой мне больше подойдет. Теперь берем заливку и нажимаем. Все, покрасили. Идем дальше. И сейчас мы будем, так скажем, добавлять сюда фотографии и вырезать из них элементы. Давайте так чуть-чуть пройдемся по ним. Так, вот эта фотография. Мы вырежем вот этот вот купол. Ладно, так скажем, купол. Так, дальше. Это моя двоюродная бабушка. Ее тут в основном мои родственники. Так, эту женщину. Вот эти вот тоже. Эту мы хорошо так будем использовать. Фотографию. Она из Шахи-Зинды. Я ее фотографировала там. Так, эту, естественно, это моя кошечка. Так, вот эти. Это сделано в Бухаре. Медресе Абдул-Азиз Хана и Медресе Улугбек. Вот этого дядечку, местную звезду Бухары. Ну и думаю, там еще. Возможно, тоже добавим. Посмотрим. Еще раз приглядимся. Теперь давайте добавим. С чего бы начать? Думаю, с этого. Нам нужно будет вырезать здесь вот эти порталы. Берем лассо прямолинейное. Вот. И вот так потихонечку все вырезаем. Ctrl-J. Вырезалось. Окей. Дальше обратно мы берем вот этот слой. Дальше вырезаем это. Так, Ctrl-J. Вырезалось. Еще раз. Теперь это. Ладно, так. Еще чуть-чуть, думаю. Угу. Ctrl-J. Смотрим, вырезалось. Так. Ctrl-J. Тоже отлично. Пока выбираем эту фотографию. Вот. Выбираем, берем перемещение, инструмент, выбираем их все вместе, Ctrl-T, делаем меньше. Угу. И пока в сторонку убираем. И тоже можно убрать пока видимость их. А это мы берем, зажимаем и можно опустить вниз сейчас. Опустим под этот слой, чтобы он не мешался нам. Так, дальше идем вот это. Тоже здесь вырезаем порталы. Ctrl-J. Это, конечно, занимает время. Ну, что поделать. Сюда. Ctrl-J. Вырезалось. Они немножечко кривые, как видно, но потом мы их подправим. Все. Тоже так. Берем перемещение, выбираем, Ctrl-T, делаем меньше. Вот эти тоже пока убираем. Давайте возьмем эту фотографию. Нам нужна будет вот тут вот, видите, эти звездочки, луна, свет. Это было все сделано вот из этой фотографии. То есть звезды были вот это, луна была вот из вот этой желтой плитки. 5 лассо. Нет, здесь не лассо. Здесь можно взять, например, быстрое выделение. Увеличиваем наш радиус и нажимаем вот так. Вот. Теперь вот мне не очень нравится, что было выбрана вот эта часть. Берем лассо, зажимаем вот это вот вычитание. И вот, так, правильно. Все. И вот здесь тоже можно. Вот тут тоже. Вот здесь можно. Так, ладненько. Ctrl-G. Смотрим. Все, желтенький. Так. Мне нужно, чтобы он был такой турный, вот чтобы прям кожу выбрать из этого. Думаю, вот это может. Ctrl-T убираем. Давайте выберем вот это. Ctrl-G. Смотрим. Окей. Так, теперь, в принципе, больше нам вроде как ничего здесь не нужно. Нет. Вот этот вот фон сзади, синий, тоже сделан.
из синей вот этой плитки. Так что нам нужно будет опять же выберем Ctrl-J. Так, видим, все выбрали. Убираем эту фотографию вниз. Все. Это мы берем наверх. И тоже можно убрать видимость. Так, теперь давайте добавим. Эту я не фотографировала сама. Эту я взяла из стокового сайта бесплатного. Список я, конечно же, предоставлю потом. Так, нам нужно теперь потихонечку, аккуратненько вырезать вот это. Аккуратненько берем, вырезаем. Все, вырезали. Ctrl-J. Все. Теперь в ней, как видите, есть вот такие дырки, да, то есть поэтому нам нужно тоже вырезать здесь вот дырочки, чтобы было видно свет изнутри, который мы потом вставим. Вот. И чтобы вот так вот луч проникал сквозь, так скажем, окошко. Нам вот сейчас я покажу вот такую вот часть тоже нужно будет вырезать, да, чтобы вот эта часть была под ним, видите? Так что давайте пока вырежем. Так, сейчас я посмотрю еще раз. Я ее повернула вот так вот. Угу. Потому что с этой стороны будет у нас типа луна. Вот, и то есть, естественно, с этой стороны должен быть свет, да. Вот. Тогда сейчас берем лассо. Ctrl-J. Окей. Выбираем. Делаем поменьше. Тоже пока убираем. Теперь люди. И кошка. Кошку сейчас пока вырежем. Я вот думаю, ее можно выбрать вот так, в быстрое выделение, да, так, аккуратненько вот так вот, не забываем, смотря где маленькие такие детали, мы берем и вот уменьшаем радиус, да, чтобы аккуратно он выбрал. Так, теперь берем лассо и немножечко вот эти вот места тоже нужно нам немножечко так выбрать, выделить. Ctrl-J, смотрим. Вот, видите, это вот тут вот часть. Берем Ctrl-Z, нажимаем назад. Это команда назад. Вернулись к исходному положению и опять зажимаем. Нам нужно выбрать вот эту область тоже. Берем Ctrl-T, убираем. Так, вот эти фотографии опять же убираем вниз. Полностью их не удаляем. Просто на всякий случай оставим. Мало ли что. Удаляю я уже потом после все подчищаю. Теперь нам нужно будет выделить бабушку мою. Все, это было долго. Сейчас посмотрим. Все, вырезали. Ctrl-T. Делаем поменьше, убираем. Остальных будем добавлять тоже. Мы вырезали людей. Теперь опять убираем, точнее, видимость. Тоже в конце самом мы будем составлять композицию. Сейчас нам нужно сделать звезды и луну. Звезды мы сейчас будем создавать. Ctrl-T нажимаем, уменьшаем. И много-много их дублируем, Ctrl-J. И делаем что-то поменьше, что-то побольше оставляем. Делаем, в общем, разные размеры. Вот они типа мерцают. Теперь луна. Из этого еще мы будем делать луч. Луна. Так, мы создаем новый слой и делаем круг. Зажимаем. Так. Все. Теперь идем в заливку, нажимаем Option, пипетку, вот сюда нажимаем на желтый цвет, он выбрал, и заливаем этот кружочек. Все. Ctrl-D, убираем выделение. Это нужно поверх поставить слой. Вот этот вот.
И что дальше делаем? Мы вот эту вот плитку будем дублировать и вот так вокруг будем собирать, так скажем, как вот здесь вот по кругу будем собирать. Вот. То есть соберем вот один круг, и потом уже будет полегче. Ctrl-T зажимаем и делаем поменьше. Так, теперь еще раз Ctrl-T. Вот видите, вот здесь вот угол сюда наклоняем, чтобы прям по окружности было. И все. Так, давайте немножечко уберем. Здесь вот мы взяли вот резинку, немножечко. Ой, yes. Удалим вот эту часть, мне не нравится. Ctrl-J опять. Опять Ctrl-T. Немножечко наклоняем. Ctrl-J. Наклоняем. И дальше. Закончили. Ох, это было долго. Так, теперь нажимаем вот на кружочек этот. И пока его нам нужно будет заблокировать замочком, чтобы инструментом перемещения выбрать вот эти вот все плиточки, правая кнопка и объединить слои. Вот она. Все, идеально получилось. Теперь дальше мы берем вот этот круг. То же самое на самом деле. Мы берем, дублируем Ctrl-G. Вот он. Теперь Ctrl-T. Уменьшаем. И так до вот как тут, видите? Так, до самого конца практически. Так, у нас получилась луна. Опять зажимаем инструментом перемещения, выбираем все эти наши плиточки, нажимаем правую клавишу и объединить слои. Вообще, почему этот нужен кружочек? Просто вот без него, да, есть пробелы, видите? По нему я делала кружки, но он нужен все равно, чтобы вот это вот скрыть. Вот так. Теперь можно снять замочек, зажать правой клавишей все это и объединить слои. Объединили, поставили. Сюда можно брать. Это можно 2 раза чикаем сюда и давайте назовем Луна. Теперь нам нужно будет сделать луч. Опять идем и нам нужно будет выбрать фотографию эту. Поэтому я и говорю, что не надо сразу удалять эти фотографии, потому что они могут еще понадобиться. Вот так, выбираем быстрое выделение и выбираем вот плиточку желтую, Ctrl-J, дублируем, все. Теперь что мы делаем? Мы берем лассо, создаем слой и делаем как типа луч. Думаю, берем заливку. Желтый цвет у нас в принципе есть. Заливаем сюда. Ctrl-D убираем. Выделение. Так, вот этот слой, плиточку мы зажимаем, поднимаем вверх, чтобы она была сверху. И в принципе также мы собираем плитку здесь. Тут у нас из орбиты вышло, ну ладно, в принципе, окей, так оставим. Давайте зажмем эту замочек, поставим здесь на наш луч. Это выберем эти плиточки. Так, объединить слои. Давайте попробуем, чтобы это быстрее было. Мы будем, давайте вот так, выбираем, в общем, мы с вами вот это вот все. Ctrl-J и вот, видите, вот так вот делаем. Опять Ctrl-J, так, Ctrl-J и вот так. Теперь все это выбираем, прям все.
здесь ставим объединить слои. Естественно, нам нужен вот такой вот луч, да. Что мы делаем? Убираем замочек, ставим слой сюда и берем либо здесь, либо просто берем быстрое выделение. Вот так вот вжик, проводим, выбрали. Потом переходим на вот этот слой и нажимаем Ctrl-J. Теперь все. Видите? Идеально получилось. Это можем удалить. Вот. Вот это получилось у нас. В принципе, можем вот так и оставить. Этот слой, тоже вот эту вот желтую штуку мы можем удалить. А это оставим. Все. Так, нам нужно будет сделать, собираем людей, собираем нашу великаншу. Это, кстати, я фотографировала себя, но, к сожалению, этой фотографии нет. То есть я себя уже не могу воссоздать заново эту фотографию. Вот. Поэтому просто скопирую уже отсюда. Идем и включаем все наши слои. Здесь она у нас кривая, видите? Ctrl-T зажимаем. Потом правая кнопка мышки. И давайте возьмем искажение. Зажимаем правую угол и тянем. Так. Теперь левый нижний тянем. Правый нижний тоже тянем. Нужно нам выпрямить ее. Перспектива теперь. Посмотрим сейчас. Ну, более-менее стало, да? Ставим сюда. Потом следующий слой. Нормально, ровненько. Сверху поставить можем. Так, следующий тоже кривой. Нам нужно опять искажение. Масштабируем, поменьше делаем. Так, давайте, может, сюда куда-нибудь поставим. Это сюда. Нужно как-то разнообразить, потому что они между собой похожи. Поэтому нужно вот это вот разбавить. Где-то вот тут вот поставим эту. Так, отлично. Следующий. Сюда можем поставить. Следующий поменьше. Можем. Естественно, это не все. Смотрите, как здесь, конечно, не получится. Ну, сейчас сделаем похоже, но я говорю, прям полностью идентично у меня, конечно, не получится сделать. Но сейчас я постараюсь. Ctrl-J, давайте вот это выберем, сюда поставим. Главное здесь воображение, конечно, самое главное. Мне не нравится, как он. Давайте немножечко поправим его, что он какой-то кривой немножечко. Повернуть немножечко нужно. Мне нравится. Единственное, наверное, нужно немножечко поменьше сделать. Нам нужно вместить здесь голема. Дальше теперь люди. А вот кошечку поставим сюда. Нужно ее уменьшить и поднять слой наверх, чтобы она была сверху. Вообще, давайте, наверное, опустим. Выберем вот эти вот так все слои, зажмем их и опустим пониже, чтобы люди были на первом плане. Их дома могут скрыть и все. Вроде бы 3 человека осталось. Поднимем сюда их. Бабушку сюда. Этого человека сюда. Этого сюда. Ее можем поставить, будто она в окошко. Ну ладно, вот сюда, окей. Кошечку сюда, женщину это вот сюда, можем мальчика вот сюда и вот сюда женщину. В принципе, персонажи у нас все готовы, да? Так, мне нужно немножечко опустить это. Нужно найти вот луч. Нужна его голова. Выбираем эти 2 слоя. Делаем по... Ну, думаю, наверное, достаточно, да? Сейчас здесь уберем девушку вот так вот сюда. Это сюда. Нам не достает, да? Сейчас с этим разберемся. Окей, нам главное сейчас сделать это так, чтобы луч проходил сквозь окно. Поэтому сейчас немножечко нам нужно будет... Нам нужно немножечко сделать горлышко. Вот тут вот меньше, видите? Либо просто берем вот этот вот слой, да, вот, который мы
берем резинку и вот так вот потихонечку удаляем. Луч будто проходит сквозь него. Теперь вот эту нам нужно будет удлинить. Окей. Берем Ctrl-J, делаем побольше. Теперь вот эти вот все слои нам нужно будет вниз опустить. Все вот это вот выбираем и опускаем вниз. Мне не очень нравится, как здесь звезда расположена, поэтому давайте вот сюда я подниму ее. И последний штрих у нас остался фон. Так, фон. Вот. Ctrl-T. Делаем побольше. Сейчас мы поднимем намного выше, чтобы нам было удобнее. Сейчас поверх сделаем. Давайте. Чтобы намного удобнее нам было все это. Так. И вот так вот накладываем. Дублируем Ctrl-J, да. И вот так накладываем и накладываем. Сверху. Мы, конечно, сейчас не будем это делать прям полностью все. Мы просто сделаем какую-то часть, объединим это все, а потом будем дублировать. И давайте все выберем. Так, почему-то фон я всегда делаю в последний момент. Вы делайте, как вам удобнее будет. У меня вот какая-то такая привычка странная. Делать ее в последний момент. Странно. В общем, объединяем слои и опять Ctrl-J. И вот так вот будем убирать. Так. Опять выбираем здесь слои эти, объединяем и опускаем вниз. Ставим прям перед вот этим слоем. Смотрите, какой он получился. Это вот границы вот этого слоя. Мы берем рамку, инструмент, кликаем. Вот видите, нам нужно это будет вырезать. Делаем готово. И все, он нам все вырезал. Вот видите, вот границы наши. Все нам вырезал. Так, мы закончили. Давайте сейчас немножечко сделаем его потемнее. Мне не очень нравится. Давайте зажимаем Ctrl-M. И вот тут вот смотрим. Вот. Нет. Ну, вроде бы все получилось. Не практически похоже, но не совсем. Стойте, мы забыли последний штрих. Мы забыли поставить сзади. Так, зажимаем вот эту луну, Ctrl-J. Потом делаем ее маленькой, чтобы она сюда поместилась. Этот слой мы идем и опускаем вниз. Вот он тут. Все. Теперь точно все. Теперь что мы делаем? Мы, конечно же, сохраняем. Сейчас. Сюда. Либо зажимаем Shift, Ctrl и S. Мы можем сохранить ее в фотошопе, либо сохранить это в JPEG формате. Но давайте сохраним, наверное, в фотошопе, чтобы все эти слои сохранились, чтобы потом можно было ее распечатать там как-то. Даже если он в RGB, можно поменять ему формат SMIC. Я уже упоминала его. Окей, давайте назовем просто White House. Идет вот сохранение. Заходим в документы, смотрим. Вот он. Получилось очень прикольно. Теперь давайте откроем вторую работу. Это дарующая жизнь. Как видите, это матка. Я ее сделала из мозаики, которую сфотографировала, по-моему, в Шахизинде или в Регистане. Так,
Давайте посмотрим на саму фотографию. Вот она. Вот самый низ. Из этого я и сделала ее. Давайте создадим файл. Создать 50 на 60 форматы. Покрасим фон. Без этого никуда. Заливка. Берем и кидаем сюда фотографию нашу. Эта работа будет, конечно, намного легче и быстрее. Что нам нужно? Как видите, у нас тут 3 цветка и вот эти вот стебли. Значит, выбираем. Так, выбираем быстрое выделение и аккуратненько вот выбираем так вот. Все, вроде выбрали. Ctrl-J, вырезалось. Теперь и здесь тоже аккуратненько выбираем. Переключаем на этот слой. Выбираем потихонечку. Здесь потому что очень тоненькие элементы, и нам нужно аккуратненько это выбирать. Вот видите? Так, назад. Ctrl-Z. Еще раз. Нам нужно будет... Ага, опять. Так, тут не получается, видимо, у нас выбрать... Выбрать у нас не получается нормально. Так, берем лассо. Зажимаем вот этот вот вычитание, это называется. То есть минус, да? Убираем вот это вот выделение. Оно нам не нужно. Теперь выбираем добавить. То есть плюсик. И берем, зажимаем. Выбираем аккуратненько тоже. Все, выбрали. Так, здесь мне не нравится, здесь выбран кусочек такой маленький. Убираем его. И нам нужно будет выбрать вот эту вот часть. Давайте попробуем быстрое выделение. Все. Ctrl-J. Выбрали. Теперь нам нужно будет вот это вот соединить, да? Берем штампик. Так, все. Выбираем Option. И так аккуратненько. Все. У нас готово. Хочется немножечко тут вот подкрасить, поэтому возьмем точную восстанавливающую и немножечко вот так вот замажем, да? Нам теперь Ctrl-T, нам теперь нужно будет ее опустить вот, как бы отзеркалить, да? Берем, отзеркалим это вертикально. Берем Ctrl-J, зажимаем, делаем Ctrl-T, делаем потом немножечко меньше. Да, можно увеличить вот так. Окей. И это тоже увеличим. Так, самую маленькую мы не выбрали. Вот эту. Берем. Быстрое выделение и так выбираем, добавляем вот этот минус, лассо, минус и убираем вот эту вот часть. Так, все, Ctrl-J, убираем, делаем больше, отзеркаливаем вертикально и ставим, да. Вот этой пипетки не было, нужно ее убрать. Берем резиночку и удаляем аккуратненько вот тут вот, как видите, тут они немножечко деформированы. Я делала как? Я брала вот эту часть, брала быстрое выделение, Ctrl-J, точнее нет, не Ctrl-J, тут вот так, Ctrl-C, затем удаляем, Ctrl-D и Ctrl-V. А вот эту часть, видите, вот остались следы, нужно нам будет убрать резиночкой. Вот так. Вот этот слой поставить под. Угу. Развернуть вот так вот нам нужно будет. Да? Все правильно? Да. Развернуть. Теперь вот этот хвостик мы, естественно, тоже убираем. Все, а теперь зажимаем, точнее, вот с этой стороны зажимаем, потому что мы можем вот эту часть выбрать. Все, выбрали и объединяем.
Так, теперь Ctrl-G опять дублируем, отражаем по горизонтали и ставим вот так вот. Выбираем все, ставим вот так посередке, да. Так, теперь мне не очень нравится фон. Какой-то он получился неоновый. Берем палитру, вот эту выбираем. Сюда нажимаем. Нужно выбрать вот какой-то более нижний, что ли. Ну-ка, попробуем сейчас этот. Ну, окей. Да, нормально. Давайте немножечко повернем. Тоже как-то мне не очень нравится. Тихонечку. Ну, все. Мы закончили. Это было на самом деле намного легче и быстрее. Быстрее, главное, да? Чем первая работа. Но я специально так выбрала, чтобы одна сложная, другая полегче. Вот. Естественно, конечно, мы всегда начинаем со сложной, чтобы на последней уже поотдыхать. Вот. Ну, вот так, в принципе, и получаются мои работы. Но есть, конечно, очень большие крупные работы, которые я делаю, например, неделю, например, по 7 часов, вот, или 2 недели бывает, да, то есть, конечно, все зависит от того, насколько много деталей, насколько их много, вот, то есть эту работу, естественно, я сделала тогда за полчаса тоже, но я над ней думала много, как ее сделать. Вот, а так выполнил за полчаса. А ту работу маяка я сделала, ну, где-то за 2 часа. 2 часа где-то у меня заняло тогда в первый раз. Сейчас это намного быстрее получилось. Присылайте свои работы к нам на почту, указанную под видео. Я обязательно вернусь к вам с фидбэком. Пишите мне тоже. Я постараюсь ответить на ваши вопросы, все, если они возникнут. Надеюсь, это видео вам было полезно. Очень надеюсь. Вот, до встречи.